Итак, зачем нам нужна омега? Ее получить нереально в норме из продуктов питания. Есть угроза различных психических расстройств, депрессия и слабоумие, это болезнь Паркинсона. Омеги-3 есть достаточно в таких видах рыб. Можно принимать и рыбий жир, но он достаточно быстро окисляется, а при беременности и грудном вскармливании 300 мг в сутки. Очень важно, чтобы она была в хорошей дозировке и хорошего качества. Добрый день, мои дорогие зрители! Давайте сегодня поговорим о жире номер 1. И речь пойдет о омеге-3. В 2016 году омега-3 была выбрана одним из самых необходимых компонентов для нашего организма. И она необходима для качественной работы наших всех 12 систем. То есть каждая система организма в ней очень нуждается. И жиры нам нужны. В первую очередь они нужны для клеточных мембран. Ведь каждую нашу клеточку окружает мембрана из жира. В жире нуждается наша нервная система. Безусловно, огромное количество разных химических реакций не могут осуществиться без хороших жиров. Жир нужен для гормонов, для выработки желчи в том числе. Хороший жир нам нужен для синтеза жирорастворимых витаминов, таких как А, Д, Е, К. Дело в том, что ни в сливочном, ни в кокосовых маслах нет жирных кислот именно омега-3. В оливковом масле есть омега-6, это тоже неплохо, но омега-3 просто жизненно необходимо для многих процессов, для нашей нервной системы, для функционирования, естественно, головного мозга. Лучшими источниками омега-3 являются морепродукты и жирная рыба. То есть омеги-3 есть достаточно в таких видах рыб, как сельдь, семга, тунец, сардина и, конечно, в рыбьем жире высокого качества. Есть она и в жире печени трески. Еще из растительных масел ее достаточно много в семенах льна, но все равно в рыбе намного больше. Есть еще небольшое количество также в грецких орехах. Что касается омеги-9. Омега-9 – это мононенасыщенная жирная кислота, и она не относится к незаменимым в отличие от омеги-3 и может синтезироваться. И содержится также во многих продуктах, например, в грецких орехах, в сливочном, подсолнечном масле, в свином сале, в конопляном, в горчичном маслах. Если говорить об омеге-6 жирных кислот, их мы можем получить из питания. То есть их достаточно, и их находится действительно в избытке. В нашем организме их норма в современном питании превышает примерно 10 раз, вот где-то в 10 раз больше, чем должно быть. Они содержатся в семечках, в подсолнечнике, в тыквенных семечках. Что касается кокосового масла, оно состоит из насыщенных жирных кислот, и в нем целых их аж 9. Да? Это уже другая группа масел по содержанию ближе к сливочному. О нем у меня на канале есть отдельное видео, я очень всем советую его посмотреть. Омега-3 жирных кислот существует 11 видов, и самые основные, которые нам нужны, это АЛК, ЭПК и ДГК. Почему в рыбе их самое большое количество? Все начинается с микроводорослей, как морских, так и пресноводных. Ведь именно многоклеточных фитопланктонами питаются многие представители рыб, и в том числе ракообразные. И благодаря питанию водорослями они и синтезируют, и накапливают в себе непосредственно омега-3. То есть сначала вот эту водоросль поедают мальки, потом более крупные рыбы, потом еще более крупные рыбы, такие как лосось, тунец, это уже хищники, да? И дальше, конечно, омега-3 приходит к нам. Очень много омеги-3 содержится в рыбе, которая произрастает именно в холодных водах. Итак, зачем нам нужна омега? И в особенности вот это ДГК. Я уже говорила, что наши клетки содержат большое количество жирных кислот, и особенно омеги-3. Очень много ее в клетках головного мозга. И от того, в каком количестве и качестве она будет поступать к нам из рациона или из пищевых добавок, зависит состояние наших очень многих органов и многих систем. Ведь если она в норме, наши нервные импульсы будут легко проходить между клетками, а от этого и зависит наша память и наши умственные способности. Если уровень ДГК снижается, это приводит к снижению словарного запаса. В таком случае есть угроза различных психических расстройств. И это депрессия, и слабоумие, это болезнь Паркинсона. Омега-3, в частности ДГК, очень важна для нашего зрения. Она накапливается в наших фоторецепторах и преобразует цветовые сигналы в нейроны. Наши зрительные клетки состоят из 50% этой кислоты важной, то есть этого жира.
И за счет этого зрительные импульсы легко проходят, и мы все хорошо видим. Если этой кислоты в организме становится меньше, оболочки наших зрительных клеточек заполняются другими жирами, они более вязкие, и зрение ухудшается, начинается дальнозоркость, глаукома, катаракта, отслоение сетчатки. И формирование зрения у маленьких деток и формирование у деток центральной нервной системы тоже напрямую зависит от того, сколько омеги-3 он получает внутриутробно и уже при кормлении. Омега-3 крайне необходима для нашей репродуктивной системы, так как все половые гормоны созданы на базе жиров, и омега-3 помогает в регуляции цикла, помогает выносить ребеночка, участвует в коррекции тестостерона. Очень важна омега для сердца, то есть это очень важно. Для работы сердечно-сосудистой всей системы, так как эта жирная кислота входит в состав кровеносных сосудов, которые питают головной мозг, и также органы зрения. Там она выступает в качестве компонента синтеза важных регуляторных веществ, поддерживающих нашу нормальную текучесть крови. И, конечно, это все препятствует и спазму сосудов. Также омега участвует в сокращении расслабления тканей, регуляции давления. Омега-3 повышает уровень хорошего холестерина и снижает кровяное давление. И, конечно, улучшает сосудистые стенки. Еще омега-3 влияет на состояние нашей кожи, на ее тургор, на ее верхний защитный слой. И если у вас есть повреждения на коже или какие-то эрозивные процессы внутри, то есть они могут быть разного характера, омега-3 тоже будет в этом случае в помощь. Конечно, омега-3 полезна как смазка для наших суставов, для хрящиков и всего нашего опорно-двигательного аппарата. Если у вас протекают какие-то воспалительные процессы, неважно где, это может быть в бронхолегочной системе, в мочеполовой системе, в костной системе, омега-3 будет гасить воспалительные процессы и помогать укреплению иммунитета. Еще одно из уникальных свойств, она помогает печени устранять внутренний висцеральный жир. Чтобы усилить собственный синтез омеги-3, нельзя допускать попадание в большом количестве в наш организм трансжиров. Это маргарин и все продукты, которые его содержат. Также синтез ДГК и ЭПК снижается употребление большого количества какой-то жареной пищи, фастфудов, того же алкоголя. Кстати, алкоголь это просто враг синтеза омеги-3. Можно принимать и рыбий жир, но он достаточно быстро окисляется, поэтому очищенный рыбий жир именно в капсулах – это хорошее решение. Еще омега-3 останавливает наши биологические часы, увеличивает потенциал прожиточного минимума. Его в норме 250 мг в сутки, а при беременности и грудном вскармливании 300 мг в сутки. Это, можно сказать, что это профилактические дозировки. Сейчас многие специалисты уже рекомендуют 1 грамм в сутки. А тем более, если у вас уже что-то есть, какая-то проблема по здоровью, и нужно ее решать. Учитывая все вышесказанное, на омеге-3 экономить точно нельзя. И очень важно, чтобы она была в хорошей дозировке и хорошего качества. И только из продуктов питания мы ее в норме не можем получить. И ее получить нереально в норме из продуктов питания. То есть мы можем синтезировать 20-30% суточной нормы из продуктов. Сейчас поговорим о простых правилах, как выбирать омегу. И первое, самое главное условие – это должен быть обязательно монопродукт. Это важно. Ранее я говорила, что омегу-6 и 9 мы получаем в достаточном количестве из еды. Очень важна пропорция омеги-6, чтобы она была в соотношении с омегой-3 1 к 4. Избыток омеги-3 вреден для нашего организма, а сама омега-3 может синтезироваться в омегу-6 и 9, поэтому самый важный компонент – это, конечно же, омега-3. Очень важно, чтобы основным сырьем для этого продукта были именно мышцы рыбы, а не выжимка омеги из печени рыб. То есть вот выжимка из печени рыб, она менее качественная. Почему? Потому что печень – это фильтр. И могут быть разные истории, чем именно питалась рыба и что фильтровала ее печень. Много вопросов. Дальше, если на баночке написано альфа-линолеевая кислота, это значит, она сделана из льняного масла. То есть это омега из растительного компонента, а не из рыбьего жира. Вот здесь, это номер 3. Да? Дальше, если на баночке указано ДГК и ЭПК, это значит как раз кислоты из рыбьего жира, и концентрация полезных веществ и ее эффективность всегда будет выше, если она из рыбного жира. Очень важна натуральность, а не искусственный продукт. Это очень важный момент. Омега-3 – это симбиоз двух кислот.
и она растворенная в рыбьем жире. И пока она плавает, в ней присутствует 3 вида жира. Когда рыбу достают из воды, остается только триглицериды. Это органическая форма омеги-3. Но если она подвергается обработке, чтобы, например, увеличить количество каких-то компонентов, она меняет свой состав. И это уже не триглицерид, а этиловый эфир, и она уже становится искусственной. То есть ее дополнительная обработка меняет ее природный состав. И это, конечно же, будет влиять на ее усвояемость. В интернете очень много роликов, что натуральная омега плавит пенопласт. Если омега-3 с примесями, она будет плавить пенопласт. Если пенопласт не плавится, это значит, есть натуральная омега. И еще такая маленькая хитрость, к которой могут прибегнуть производители, это ее разбавление. Есть очень простой способ проверить это, да? Кладете омегу-3 в морозилку, если она замерзает, значит там есть небольшое количество воды, так как сам жир просто никак не может замерзнуть. Еще важна концентрация омеги-3 в рыбьем жире. Обязательно посмотрите на баночке, сколько там написано миллиграмм рыбьего жира. Например, рыбьего жира может быть, например, 1500 миллиграмм. Омеги-3 из природной концентрации может находиться 300-600 миллиграмм, и это норма. Если на баночке указано, что омеги-3 больше, например, жир 1,5, а омеги, там, например, 800 и более, это может говорить о том, что ее искусственно увеличили и изменили форму. Ищите, где она находится в природной пропорциональной концентрации от 300 до 600 мг. Омеги-3 в составе одной капсулки. Ищите, конечно, производителя с высокими сертификатами, который имеет международный уровень, и, соответственно, продукт сертифицирован в разных странах. Один из качественных сертификатов – это GMP. Так же, как мы выбираем отели, автомобили, также нужно подходить и к выбору производителя продуктов для здоровья. И, конечно же, цена. Не может стоить омега $7 за 150 штук. Качественная омега, одна капсулка омеги будет стоить от 35 центов до $1. Конечно, не всегда будет все понятно вам, то, что написано на баночке. Нужно пропить, почувствовать эффект, узнать больше о самом производителе. И, конечно, качественных производителей на рынке достаточно много. Я нашла своего производителя омеги-3, это компания Коралловый клуб. И этот продукт, который она предлагает в качестве омеги-360, сертифицирован и имеет сертификаты международного уровня. Я провела все эксперименты, в том числе получила свои результаты по здоровью. Так что применяйте советы, выбирайте качественные продукты, потому что это ваше здоровье. Конечно, обращайтесь к людям, которые отправили вам эту ссылочку, это видео. Они обязательно вам помогут с приобретением качественного продукта. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, обязательно на них отвечу. На этом у меня все. Я была рада сегодня рассказать вам о таком чудесном веществе, как омега-3. И до встречи в следующих видео.